Сделала куриные рулетики, и семья сказала: это лучше, чем у мамы. Вы не поверите, что я положила внутрь этой курицы. Это просто безумие. И если вы любите домашнюю еду, пристегнитесь. Ужин будет бомбический. Нам понадобится 3 куриных грудки. Разрезаем курицу вдоль пополам. Так она быстрее приготовится и получается очень сочной. Главное, не переживайте, если не идеально. Здесь все работает даже без перфекционизма. Готово. Накрываем пищевой пленкой и аккуратно отбиваем. Мы не сражаемся с курицей, просто выравниваем толщину. Ну вот, посмотрите, все классно отбило. Ровные аккуратные кусочки, то, что нужно. Теперь посыпаем солью и черным перцем с обоих сторон. Минимум специй, максимум вкуса. Если хотите, можете добавить щепотку итальянских трав, они здесь просто идеально. Я обожаю такие простые ужины без лишней возни, но с вау-результатом. А если вы тоже любите готовить вкусно и по-домашнему, ставьте лайк и подписывайтесь. Будем готовить вместе. Приправили курицу. Теперь наносим ложку соуса песто на каждое филе. Я беру готовый песто из супермаркета, быстро и вкусно, идеально для будних дней, но можете приготовить его сами. Равномерно распределяем соус по поверхности курицы. Но вы только посмотрите на эти цвета, но это же с ума сойти, как красиво. Выглядит просто потрясающе, очень аппетитно и получится очень вкусно. Также мне понадобится 1 или 2 средних помидора. Нарезаю помидоры вот такими тоненькими ломтиками. И сверху на каждое куриное филе кладем тонкие ломтики помидора. Они добавят свежести и легкую кислинку. Потом в сливочном соусе это будет просто великолепно. Сверху посыпаем моцареллой. Когда она расплавится, все соединится в одну нежную, тянущуюся начинку. Если ваши домашние любят сыр, это тот момент, где можно добавить пощедрее. Теперь каждое куриное филе сворачиваем в рулетики. Вот так. Аккуратно, но можно сильно не стараться, потому что мы с вами закрепим еще зубочисткой, так что ничего не распадется. Пусть они держат форму. Не переживайте, даже если не идеально, все равно получится красиво и очень вкусно. Главное — это настроение, а не идеальные формы. Очень по-домашнему. Готово. Закрепили, зафиксировали рулетики зубочисткой, отправляемся к плите и ставим разогреваться сковородку, растопим кусочек сливочного масла и отправляем на горячую сковородку наши рулетики. Главное, выкладывайте их в один слой, а не накладывайте полную сковородку, чтобы получилось действительно сочно, красиво и с аппетитной золотистой румяной корочкой. Обжарьте с одной стороны до золотистой корочки минуты 4-5, затем переверните и обжарьте с другой стороны тоже до золотистого цвета. Перекладываем рулетики на тарелку и отставим их в сторону, пусть отдохнут пару минут, пока мы с вами приготовим вкуснейший соус. В эту же сковородку, где жарилась курица, отправляем помидоры черри, я беру прямо на ветке. Обжариваем 1 минуту. И сюда же нарезаю 2 зубчика чеснока. Напишите в комментариях, как у вас, уже пахнет вкусно. У меня запах стоит просто великолепный. Вся кухня наполнена потрясающим ароматом чеснока, курицы, помидоров. Обжариваю 30 секунд, долго жарить не нужно. Вливаю сливки и добавляю в соус столовую ложку соуса песто. Все перемешиваем, соус становится шелковистым буквально на глазах.
Если хотите, чтобы соус получился чуть полегче, добавьте немного куриного бульона. Теперь возвращаем куриные рулетики в соус. Кстати, и если вам нравятся такие рецепты, поставьте лайк и подпишитесь. На моем канале много простых ужинов, и этот только начало. А также поделитесь видео с друзьями, уверена, они тоже скажут вам спасибо. Немного прогреем рулетики в соусе, буквально пару минут, чтобы они соединились с соусом. И в самом конце натираем немного пармезана. Быстренько порубим петрушку. Такие детали делают блюдо живым и ярким. Не успеете моргнуть, сейчас станет все по-настоящему красиво. Ну вот, посмотрите, какая красота. Все, уже готово. Какой кусочек выбрать? Давайте самый большой. Размер, знаете, имеет значение. О боже, это просто нереально. Сочное, сливочное, тянущееся, ароматное, идеальное сочетание. Песто, чеснок, сыр, курочка. Все вместе работает просто волшебно. Если вы еще не готовили это блюдо, вы многое теряете. Ставьте лайк, делитесь рецептом с друзьями и подписывайтесь. Впереди столько вкусного, вы точно не захотите это пропустить. Спасибо, что готовили со мной. С любовью, Олеся.